Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видео я хочу рассказать вам о том, как можно изготовить относительно несложное приспособление для плоскостной заточки сверл по металлу на тарельчатом шлифовальном станке, который я собрал в предыдущем видео. При изготовлении этого приспособления я старался выполнить три условия. Первое. Конструкция этого приспособления должна быть максимально простой, чтобы ее можно было легко повторить. Второе. Материал, из которого изготавливается это приспособление, должен быть легко доступным. То есть это то, что можно легко достать, либо то, что валяется у кого-то уже под ногами. Ну и третье, попытаться изготовить это приспособление с минимальным набором инструментов. Я считаю, что я с этой задачей справился. Но справился или нет, конечно, это решать именно вам. Из материалов нам понадобится 20-я профильная труба квадратного сечения. Ее нужно примерно метр. Приобрести ее можно на металлобазе, на пункте приема черного металла, ну и на крайний случай можно отрезать у соседа с забора. Также нам понадобится небольшое количество листового металла. Я использовал троечку и восьмерочку. Вместо восьмерочки можно использовать и пятерочку, это не критично. Также еще необходимо горсть болтов с гайками разных, какие сможете найти, это не критично. Также я еще использовал шпильку, сломанную от триммера. Это 7-мм шпилька, но если не сможете найти, ничего страшного, можно использовать и резьбовую шпильку. Из инструментов нам понадобится болгарка, шуруповерт, сварочный аппарат и пара магнитных угольников. Ну, конечно, если вы профессионал, то можно справиться и без них. Само приспособление можно условно разделить на две части. Нижняя часть — это так называемая призма, и верхняя часть — это фиксатор для самого сверла. Призма изготовлена из двух кусков профиля. В нижней части профиля была отрезана одна плоскость, и в нее уварена вторая часть профиля, который был срезан по диагонали. Все сварено на сварочной точке, сплошные швы здесь не нужны совсем. Геометрия была выставлена вот такими магнитными угольниками. Слава богу, у них есть величина 135 градусов, что позволяет ровненько это все выставить до сварки. В левой части приспособления имеются два закрученные наглухо болта М6. Расстояние между ними 90 мм. Для чего они нужны? В самом транспортере у меня уже имеются два просверленных отверстия диаметром 6 мм на том же самом расстоянии. Мне необходимо заточить сверло, я вставляю приспособление, все, оно готово к работе. С правой стороны приспособления приварена перпендикулярно листовая пластинка 3 мм. Это у нас упор. Упор необходим для того, чтобы можно было регулировать подачу на заточку. Сам фиксатор для сверла выполнен тоже из 20-го профиля, только вырезан он не полностью. Здесь по диагонали была вырезана четвертинка болгаркой, а здесь вот такой вот паз. В верхней части приварена гаечка М6 и вкручен болт М6. Барашки я сделал из латуни, просто у меня была возможность, так можно использовать обычные болты с шестигранной головкой. Этот болт необходим для того, чтобы можно было фиксировать само сверло от проворота во время заточки. Внутри приспособления ходит вот такой вот упор. Он необходим для того, чтобы обеспечить необходимый вылет сверла при заточке. Мы затягиваем. И когда мы будем затачивать одну и вторую кромочку, мы обеспечим равенство заточки режущих кромок. Это важно. Внутри вот здесь вот был вварен большой болт, просверлен на отверстие на 7 мм, выставлен был шток и приварен на две сварочные точки. С этой стороны приспособления было просверлено сквозное отверстие, нарезана резьба М4 и вкручен болт для фиксации этого упора. С обратной стороны приспособления приварена вот такая 3-мм пластинка. Она необходима для того, чтобы можно было зафиксировать сюда болт с фиксатором. Он нам обеспечит необходимую подачу при заточке. Как это все работает? Мне необходимо заточить сверло. Я устанавливаю его в приспособление. Устанавливаю необходимый мне вылет. Фиксирую упор. Выставляю режущую кромку. Затягиваю. Все. По большому счету все готово к заточке. Дальше. Устанавливаю призму в транспортир. Устанавливаю приспособление. Подвожу до упора к абразивному инструменту само сверло. И дальше, сколько мне необходимо сточить, я уже буду регулировать вот этим болтом. Чуть-чуть отпускаю саму упорную гаечку, отпускаю резьбу. Все, у меня есть необходимая подача для заточки. Вытаскиваю приспособление, затачиваю вторую кромочку. Все на самом деле очень просто и быстро. Само сверло в приспособлении ставится следующим образом. Главное, чтобы вот эти режущие кромки были перпендикулярны биссектрисе вот этого угла. И тогда все будет четко. Поставили, зафиксировали.
Для заточки сверл по металлу, как простых, так и твердосплавных, я купил у китайцев вот такой тарельчатый алмазный диск. Внешний диаметр его 150 мм, посадочная на 32, ширина абразивного материала 15 мм. Для него была выточена вот такая переходная шайбочка с 32 на 22 мм. Почему его использую? Ну, во-первых, он обеспечит очень хорошую шероховатость поверхности, меня прям очень устраивает. Во-вторых, он грызет любой материал, металл, даже твердый сплав, без проблем. Ну и в-третьих, так как это алмазный диск, у него минимальный износ. Поэтому прослужит, в принципе, относительно долго. Об углах заточки сверл я вам рассказывать в этом видео не буду, потому как на ютубе есть очень грамотный мужчина Виктор Леонтьев, советую вам посетите его канал. Он там все рассказывает грамотно, как заточить вообще любой режущий инструмент. Здесь я вам рассказываю, как работать с этим приспособлением. Буду затачивать вот это сверло. У него сейчас имеется ручная криволинейная заточка, сейчас я на нем сделаю заточку двухплоскостную. Выставляю на подручнике величину в 10 градусов. На транспортере я выставляю величину для заточки сверла в 120 градусов. Это значит, мне на транспортере нужно его повернуть на 30 градусов. Устанавливаю в призму сверло. И делаю небольшое касание до абразивного круга. Выполнено. Готово. Теперь вот этим болтом я буду регулировать подачу, какую мне необходимо. И по всей плоскости диска буду стачивать режущую кромку. Теперь нам необходимо сделать зацеловку. Я поворачиваю теперь подручник на величину 25 градусов. Ставлю сверлышко и по такому же принципу подвожу его к абразивному инструменту до касания. И если вы большими сверлами точите по сплошному металлу, а я знаю точно, что вы это делаете, потому как я сам ленивый, необходимо уменьшить перемычку, потому как она будет препятствовать сверлению. Здесь перемычка как бы и так небольшая, но в принципе я все равно их уменьшаю, потому что сверлить становится намного легче. Для того, чтобы уменьшить перемычку, я убираю подручник, разворачиваю его на величину 30 градусов. Подвожу практически вплотную к диску. И немножечко подточу саму перемычку. Соблюдены ли все параметры? На транспортере выставлена величина 120 градусов. Проверяем. Практически идеально. Хорошо. Равенство режущих кромок. От центра. Миллиметров. Ровно. Ну и теперь останется проверить качество сверления. Эксперимент постараюсь провести как можно чище. Не на сверлильном станке, где можно давить чрезмерно, а на довольно-таки слабеньком шуруповерте Makita в 14 вольт. Сверло 10 мм. Металл 3 мм. Он меня даже не тянет.
Феншуй. Великолепная заточка. Ну что же, мои дорогие друзья, заточкой сверл на этом приспособлении я остался более чем доволен. Прямо устраивает абсолютно все. Останется лишь только теперь освоить приспособление для заточки криволинейных поверхностей, но это, скорее всего, будет тема для следующего видео. Кому была полезная информация, не забываем ставить палец вверх. На сегодня у меня все. Всем пока.